Рад вас приветствовать и тому, что вы нашли время посмотреть это видео. А время очень ценное. И я надеюсь, вы не потеряете его зря. Но что такое на самом деле время? Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что его нет. Сейчас все объясню. Откуда берут свое начало единицы измерения времени? Еще древние шумеры за единицу измерения взяли полный оборот Земли вокруг своей оси. Это назвали сутками. Сутки разделили на 24 равные части и получили единицу измерения час. Час разделили на 60 равных частей и получили минуты. Интересно то, что мы могли бы разделить оборот Земли не на 24 части, а на любое другое число. Отсюда можно сделать вывод, что эталонного значения для измерения времени нет. Мы приняли удобный нам физический процесс за единицу измерения времени. В нашем случае оборот планеты вокруг своей оси. По сути, мы измеряем относительно оборота Земли все остальные процессы. Вот мы и подобрались к истине. Времени как сущности или процесса во Вселенной не существует. Время – это абстрактный инструмент, придуманный людьми для удобства измерения длительности процессов. Что за процессы мы измеряем? Если коротко, то энтропию, так как она является катализатором всех процессов во Вселенной. Наша жизнь тоже является совокупностью различных процессов. Думаю, это ясно. Пишите в комментариях, если бы вы хотели отдельное видео об энтропии. Ну а мы перейдем ко второму определению времени. Это его субъективное восприятие. Восприятие времени, а лучше выразиться восприятие длительности процессов, зависит от настроения и заинтересованности каким-либо делом. Чем нам интереснее, тем быстрее пробегает время. Например, во время игры в компьютерную игру или во время другого приятного времяпровождения. Но когда нам скучно или неприятно, то время напротив течет медленно. Например, ожидание встречи или поход к зубному врачу. А ожидание встречи с зубным врачом просто мучительно. Но наше восприятие – это только личное ощущение, и к реальной скорости процессов не имеет никакого отношения. И третье определение времени я уже применяю на протяжении всего видео. Это использование слова в переносном смысле, например, выражение «нашли время», или «тянется», или «бежит время». Теперь можно подвести итог. Что подразумевается под словом «время»? Первое. Это абстрактная единица, привязанная к одному процессу, с помощью которой измеряются все остальные процессы, относительно выбранного за основу процесса. Второе определение. Субъективное восприятие времени. И третье. Время как метафора. Теперь, зная это, попытаемся ответить, можно ли перемещаться по времени или во времени. Во втором и третьем случае, думаю, да. Мало ли кто как ощущает время, а уж тем более использует метафоры. Но в первом случае ответ очевиден. Перемещаться по процессам нельзя. Некоторые из них можно ускорить или наоборот замедлить относительно других. Но повернуть процессы вспять не позволяет второй закон термодинамики. Но даже если бы это было возможно в какой-то гипотетической вселенной, то это выглядело бы совсем не так, как показывают в кино. Вся Вселенная должна была бы переключиться в режим реверс, причем вместе с тем субъектом, который запустил этот процесс. По сути, это был бы геноцид вселенского масштаба. Вот на такой веселой ноте, в кавычках, я хочу завершить мое видео. Было ли видео познавательным? Пишите вопросы и пожелания. Комментарии всегда читаю и отвечаю. Всего доброго, всем пока.